Друзья, всем привет! Вы на канале Сельский объектив. Меня зовут Оля. Мы возим сено с полей. Не такое уж это быстрое дело. Вова работает, поэтому возить сено получается только по выходным. У нас стоит жара, пару раз были совсем небольшие дождики, у нас засуха. В этом видео откроем планы фермеров по строительству, покажем, как мы возим сено с полей. Как и просили в комментариях, покажем зимний навес для коров. Несмотря на то, что времени в выходные немного, успели съездить искупаться на речку. Ну, и есть у нас одна грустная новость. Дрова привез, старые, сухие, надо будет расколоть. Сегодня разбортовал у сеялки колесо. Постоянно его подкачивал, там камера, видимо, треснута. Вот снял я, получается, его с сеялки, разбортовал камеру, потом свожу в этот шиномонтажку. Это одноосная телега, у нее влазит 16 рулонов. Там тоже телега 16 рулонов, и там еще третья телега 11 рулонов. Вот их чуть-чуть осталось, этих рулонов. Это прошлогодние рулоны. Вот эти три тоже прошлогодние, они стояли торцом на земле. Покажу я, как они сохранились. А тут, получается, на них лежали другие рулоны. И в этом месте они как свежие остались. А здесь открыто было, и тут дождь попадал, как такая полоса. А вот этим местом они лежали на земле. Вот. Сухое. То есть влагу почти что не натягивает влагу рулон. И он не портится, когда он стояком, торцом, вот, стоит на земле, он от земли не портится. Так что совет всем, кто, когда скирду рулонов складывает, бросает какие-то там бревна, палки, поддоны, вы делаете лишнюю работу. Ставьте рулоны, нижний ряд, торцом на землю, как говорится, на попа, стояком, и он ничего не натянет. Это то же самое, что вы возьмете деревянную доску и плашмя положите на землю ее. Она, конечно, плашмя, лежа на земле, она быстро сгниет. А если вы эту доску поставите вот так вот, стоя торцом, то она сохранится, она не сгниет. Также и с рулонами, потому что у них вот так идут волокна. Вот это место я хочу освободить. Рулоны я все отсюда уберу, забор я здесь тоже уберу, потому что за забором это тоже все наша земля в собственности, которая там, вот это поле 5-гектаровое, которое оно посеяно у нас козлятником. Вот, то есть у меня в планах убрать отсюда вот этот забор, здесь всю эту площадку полностью очистить. И на это место я хочу построить это типа ангар или двор, что-то типа такого на эту площадь. Достал я года 2 назад пасынки бетонные, которыми электрики пользуются, когда ставят столбы. Их здесь почти, наверное, 25 штук, этих пасынков. Вот тут, там еще лежат, уже травой заросло, не видно. Вот, и эти пасынки я хочу вот на это место, на этой площади вызвать, нанять Ямабур, как она, БКМ машина, бурильно-крановая машина. Получается, я размечу, куда их забурить, и мне их забурят. И потом к этим столбам я прикручу деревянные столбы проволокой, так же как электрики прикручивают вот столбы также. И к деревянным столбам уже будем собирать эту обшивку, обрешетку, стены, потом эту, как ее, стропила, крышу, и будет что-то типа наподобие ангара или двора. На все, конечно, нужны деньги.
узнавал я тут в интернете, машина БКМ, пробурить 20 пасынков стоит где-то, наверное, 20 с лишним тысяч будет стоить. Вызвать, чтобы он приехал и забурил. В обычную 2 ПТС-4 входит 11 рулонов от ПРФ-110. Вот прямо они как влитые, как сидят здесь. Как будто тут и должны быть. Телега не моя. Это я взял ее у одного товарища у нас из деревни. Она переделана из зиловской телеги. Чуть-чуть усовершенствована, расширена. Специально, чтобы сено возить. Вот в нее тоже 16 рулонов входит. В эту телегу. Как и в ту мою одноосную. 16. Тут 16, итого 32. И 32 плюс 11, 43. 3 телеги и 43 рулона. 43 рулона уже привез. Вот. Все-таки козлятник — это трава так трава. То есть у нас засуха, жара, а козлятник вовсю растет на отаву. Только он зеленеет, а остальная трава уже толком не растет, вся пожухла. И на отаву тоже толком не растет. Только козлятник на отаву хорошо отрастает. Сейчас мне надо развести старые рулоны из старой скирды, вот из той. Там что-то осталось, где-то 13 или 14 рулонов. Развести я хочу, чтобы, развести на пастбище, в лес сложить. Они будут вперемешку траву есть и вперемешку сено есть. В лес все увезу, нитки сниму, и до конца лета они все равно доедят, прошлогодние рулоны. А место освобожу, чтобы сюда новую скирду складывать. Сороковку вот надо будет сделать. Все, дел поменьше станет, надо будет заняться сороковку отремонтировать. У нее сцепление пропало, ее надо раскатывать. А кто знает, сороковки раскатывать очень тяжело. Там потому что 2 вала идет, 2 сцепления, 2 вала. Один получается основной, второй на вал отбора мощности. И это все в одном месте. И то есть шлиц в шлиц очень трудно попасть. Сейчас я пошел развезу рулоны. На нашем синем старичке. Вот эта резина Кама самая дорогая была. Я ее в прошлом году ее купил. И выбирал я не в целях экономии денег, а наоборот, как можно самую дорогую резину, чтобы она не трескалась и хватило как можно дольше. И у меня оба колеса в прошлом году вышли на 43 тысячи рублей. В этом году, наверное, намного дороже они стоят. Поддержите, пожалуйста, наш канал подпиской, лайком и комментариями. Сюда. Тот я туда поставил, а этот, наверное, куда-нибудь сюда поставил. Я оставил ворота
нету открытыми, надеюсь, они не сбегут, пока я тут езжу. Это еще первое самое пастбище, которое вдоль реки дальнее идет. Я на него развожу вон прошлогодние. Получается, тут там один. Сейчас еще третий, наверное, вон сюда привезу и хватит пока. Вот здесь такой упорчик. Такой опа. Здесь трактор качает. А там речка. Это второе пастбище. Там второй водопой сделали. Блин, мне уже показалось, что они там вышли через ворота у меня. А это там рулоны стоят. Я уж думал, они сбежали. Вон там я из кредита вывожу из прошлогодней. Но там напрямик не проехать, там провода. А здесь ворота сделаны. А они там где-то за лесом пасутся. Мы поехали за сеном. Вот Оля на красном тракторе с телегой, а я на синем. Вон с той телегой. Это я уже привез. 11 штук. А я на этом.
Капец, сколько он мне рулонов наложил. Или положил. Блин, как правильно это? Здесь 16 рулонов. Для человека, который первый раз повезет сено, мне как-то страшно. Осталась Вовина телега.
Возить у нас получается медленно. Я делаю 2 рейса в день по 16 рулонов, Вова 2 рейса по 16 и 2 по 11. Иногда 1 по 11, как получится. Самосвальная телега у нас только маленькая, в которой помещается 11 рулонов. Да и все-таки разгружая погрузчиком, рулоны, как мне кажется, остаются целее. Да и проще рулоны взять с телеги, чем собирать разбросанные на земле. Ну и, конечно, разгрузка и составление рулонов с кирдум время тоже занимает. Успели съездить в выходные на речку побольше, чем наш протекающий ручей. Речка называется Обва. Правда, поехали уже на закате. Раньше не получилось. Дорога так себе. Но как же красиво. Такие луга, река. Все берега тоже в рулонах. Каждый раз, когда приезжаем, я говорю о том, что, может быть, переедем сюда, чтобы каждый день любоваться на такие закаты. А Вова всегда добавляет: ну да, и буксовать каждый день, ведь здесь нет асфальта. Как же хорошо после жаркого дня окунуться в прохладную воду. И как, холодно? Да? Холодно? Тепло. Тепло? Тут даже вот тут рыбка плещется. Сегодня какое число? 29 или 30? Вот. Июля. Июля. А мы купаемся, да? Да. Что, ты идешь? Вот вода. А? Вот вода. Вот вода. Давай выключай, была свежая. Вон рыбка плещется. На тебя не кусает? Кто? Рыбка. Нет, конечно. Просили в комментариях снять сарай у наших коров, но это у нас не сарай, это навес. Сколотили его на скорую руку года 2 или 3 назад, я уже не помню. Просто навес с большими воротами и с той, и с другой стороны. Коров у нас еще было мало, поэтому не такой большой. Вот так он выглядит изнутри. Здесь еще не до конца прибрано. Мы с мамой навоз этот весь убрали после весны, когда здесь коровы телились. Далеко таскать не стали. Соорудили здесь грядку для огурцов рядом с навесом. Осенью, после того, как огурцы уберем, здесь будет уже перегной. И можно будет увести эту землю на огород.
А навес простой. В этом году мы здесь еще делали перегородку, потому что коров стало больше, чтобы было отделение. Для первотелки было отделение, и второе здесь было отделение. Здесь у них такие вот ясли, сена. Наполовину отгородили этот навес. Во второй половине стоит Вовин пресс-подборщик, а здесь, ставим рулон и здесь сено накладываем коровам. И там еще у нас немного стоек от электропастуха. В общем, эта половина у нас как склад, можно сказать, используется. А здесь уже коровы заходят. Вот эту перегородку мы уберем к осени, чтобы они спокойно могли заходить. Их, конечно, стало больше, навес им будет мал. Посмотрим. А вообще бычков мы содержим в огороде отдельно. От коров. У них там есть возможность зайти в конюшню, когда снег, дождь, мороз. А так они в основном здесь вот обитают около кормушки с сеном под деревьями. Коровы почти не заходят под навес зимой, осенью, весной. Они в основном обитают вот в этом лесочке. Там у них стоит рулон с сеном в кормушке обычно. И они почти под навес не ходят. Только вот когда сильные снегопады, метели, вот такая им погода не нравится, тогда только они заходят под этот навес. А теперь о грустной новости. Это два наших кота, Василий и Мурзик. У нас пропал Василий. 5-й день его нет. Раньше он так надолго никогда не уходил, максимум на 3 дня. Скорее всего, его угнал соседский рыжий кот, и, видимо, он не может найти дорогу домой. Мы уже ходили с мамой его искать, трясли его любимыми подушечками. На этот звук наши коты очень быстро прибегают домой, но его нигде нет. Очень надеемся, что он вернется. Прошлым летом бабушкин кот пропадал даже на 3 месяца. Ушел в начале лета, а вернулся только в сентябре. Надеемся, что и Вася тоже вернется.